Я Иван Близнец, и я руковожу лабораторией параметризованных алгоритмов. Лаборатория возникла примерно 2 года назад. По размеру это не очень большая лаборатория и состоит пока на данный момент всего из 3 человек. Есть такое понятие, как классическая теория сложности. Как правило, в этой теории сложности у вас есть какая-то задача вычислительная, которую нужно решить, и она описывается количеством, размером входных данных. А параметризованная сложность более детально рассматривает эту проблему и старается вычленить некоторый скрытый параметр, дополнительный, отдельный от количества входных бит, который бы описывал данные, которые приходят из реального мира. И если этот параметр оказывается незначительного размера, то мы пытаемся построить алгоритм, зависящий уже от двух параметров n и k. И если параметр принимает небольшие значения, то часто это влечет якобы к полиномиальному алгоритму для очень сложной задачи, хотя здесь, конечно, секрет в том, что он полиномиальный только исключительно на тех входах, на которых параметр принимает небольшие значения. В принципе, потенциально это может примениться для любой вычислительной задачи. Другое дело, способны ли вы вычленить вот этот параметр k, который будет действительно принимать небольшие значения на тех входах, которые у вас есть. Если вам это удается, и задача оказывается несложной с точки параметризованных алгоритмов, то вы, получается, получили эффективный алгоритм. А другое дело, так может получиться, что ваши входные данные настолько разнообразные, что просто не существует входов с маленьким значением. Количество задач с маленьким значением параметром незначительное. Другой вариант, когда просто ваша задача даже сложная не только является n-полной, но она даже сложная, даже если вы ее параметризуете. Есть глобальная мечта, которая скорее основана с параметризованным подходом, нежели чем с нашей конкретной лабораторией. Эта глобальная мечта заключается сделать так, чтобы количество задач, которые человечество считается сложными, стало поменьше. А глобальная цель, основная цель нашей лаборатории заключалась в том, чтобы дать возможность студентам, талантливым студентам и аспирантам заниматься наукой мирового уровня. Учитывая то, что этот год в основном проходил в процессе удаленной работы, не так уж много событий произошло, но есть события, которые значимы для нас. Так, одно из значимых событий было это то, что в нашей лаборатории был первый стажер этим летом. К сожалению, стажировка проходила онлайн. Лучше бы было, если бы это было оффлайн, это было живее. Также положительным опытом, хорошим опытом является для нас участие в конференции Artificial Intelligence. Искусственный интеллект несколько далек от прямых интересов лаборатории, но мы подали статью на конференцию AAA, считающуюся одной из топовых конференций в области Artificial Intelligence, и были приняты туда. Нам это очень приятно, так как это говорит о том, что наши исследования востребованы. Одному из исследователей нашей лаборатории, Данилу Саганову, удалось подать статью на конференцию СОДА 2022, и эта работа была принята. Работа написана в соавторстве с коллегами из других университетов. Окрыленные несколько успехом принятой статьи на AAA, мы в этом году опять подаем туда статью и надеемся, что скоро ее примут. Такого какого-то супер прозрения в 2021 году относительно того, как руководить, у меня не возникло, ввиду того, что лаборатория небольшая, но, безусловно, я понял, что некоторые моменты, видимо, стоит мне пересмотреть. Наверное, основным откровением явилось то, что надо работать не больше, а надо работать так, чтобы КПД было больше. В принципе, курс развития лаборатории остается прежним. Не так уж много времени прошло со времени создания лаборатории. Но что нас действительно удивило за это время, так количество желающих сотрудничать с лабораторией студентов и аспирантов. Мы крайне надеемся, что в ближайшее время некоторые из наших учеников защищат кандидатские диссертации, и мы сможем привлечь большее количество студентов, чем есть сейчас. Если вкратце выразить наши ожидания от следующего года, то хотелось бы выполнить все планы 2021 года, неопубликованные статьи послать на конференции, ну а также хотелось бы, чтобы результаты 2022 года нас удивили.